Всем привет! Сегодня разберем распространенную проблему, задачу в GTM, когда на руках есть почта и нужно найти профиль полный человека. Его LinkedIn, сайт, место работы, прошлое место работы, язык, на котором он разговаривает, языки, там вообще максимум всего. И когда вообще такая потребность возникает, обычно это либо новые лиды, да, новые какие-то потенциальные продажи, где нам нужно обогатить максимум инфы перед звонком, или у нас self-service воронка, в общем, может быть по-разному. Либо это отвалившиеся клиенты. Например, в нашем случае так и было. И вот мы взяли сегмент 100 клиентов, которые отвалились, либо не дошли до триала и так далее. И нам нужно их обогатить, нужно посмотреть, кто они вообще, что с ними делать, что им писать, что они вообще хотели. Что приходили. Да, есть три варианта, как это сделать. Если бы это было лет 7 назад, то я бы такой пошел, эту почту, которая у меня есть на руках, вбил бы в Google, посмотрел бы от чего, какие артефакты могу найти, поперебирал бы там имена, фамилии, в общем, вот такая история. Потом появились специальные тулы для этого, да, можно было в интерфейс зайти, посмотреть, ну, до сих пор все эти тулы есть тоже, конечно, типа Contact Out, там вот реверса, который мы будем тоже обсуждать и так далее. Сейчас мы живем в лучшем времени в жизни, реально. Вот, я не жил, по крайней мере, в лучшее время для эту тему. Мы можем взять MCP, API каких-то крутых сервисов и просто подключить их в наш клод, например, и будет просто волшебство, будет волшебство. Так что сегодня будем колдовать, присаживайтесь, пристегивайтесь, поехали. Да, задачу я в целом описал. Да, вот у нас только имейлы, нужно нормально отработать, понять, кто это, чего, какая роль, их поведение в продукте желательно тоже вытянуть, но это отдельный разговор, да, но глобально решил упомянуть. Будем использовать два инструмента, DataBar и AnySite. Что такое DataBar? Это как Clay, да, такой orchestration tool, но дешевле, с более крутым MCP. В общем, рекомендую попробовать. Там есть триал, вы можете прям зарегистрироваться, взять MCP и подключить себе в клод. Также AnySite. Часть возможностей пересекаются у DataBar и у AnySite, поэтому вы можете всегда спрашивать у своего клода, что думаешь, там, какой тул там, лучше для этой задачи подходит, но глобально через AnySite вы можете всегда проверить живые данные. Например, вы можете собрать большой лист или небольшой лист и через AnySite проверить, а реально ли человек еще там работает, а реально ли вот он говорит на этих языках, то есть насколько вот информация сейчас актуальна, потому что у AnySite живые данные из кучи источников, там, из 600 источников, ну, включая самые там, да, желанные, конечно, там, где бизнес-информация находится о наших потенциальных лидах. Да, вот наш флоу примерно. Что нас отделяет от этого финального там, да, шага, чтобы написать им всем, и чтобы они вернулись к нам в продукт и стали нам заносить денег в 2 раза больше, чем раньше. У нас есть батч почт, мы пробегаем их там с помощью нескольких реверс-провайдеров, находим их профили. Я покажу тесты, мы это сделали через DataBar на небольшой выборке, в пару тестов. И у нас есть там 2 варианта, да, каскадное обогащение на больших объемах или кросс-валидация, где мы одних и тех же ребят там, да, прогоняем несколько раз у разных провайдеров, я чуть подробнее об этом позже расскажу. Потом верифицируем почты и финально прогоняем в AnySite. Ну, так флоу может выглядеть, на самом деле он может выглядеть очень по-разному, но это один из вариантов. Дальше, да, когда я говорю про 2 прогона, вот о чем я говорил. Мы протестировали, какие провайдеры внутри DataBar хороши. И в целом вот почему имеет смысл вообще такие оркестраторы, потому что один провайдер вы все равно должны платить какие-то обычно, за какой-то план, да, сколько-то денег. Неудобно платить нескольким провайдерам, а это у тебя только провайдер на reverse lookup, а может у них нету там телефонов, тебе еще нужен один провайдер, еще одна подписка, а потом тебе верификация нужна где-нибудь об этом еще поговорим, какой-нибудь, да, Neverbounce, Zero Bounce, Поэтому вот мы и смотрим, да, в рамках DataBar прикольно заперформили компании Enrich и Reverse Contact. Они в сумме нашли 62% от нужной нам выборки. Ну, я думаю, этот процент может там с этих 2 провайдеров около 70% колебаться, плюс там дополнительно можно добивать от контакт-аутами и так далее, более дорогими, в том числе провайдерами, у которых может быть какая-то уникальная дата. И там до 80% добить можно. Ну, смотря какая задача, да, стоит перед нами, об этом тоже еще поговорим. На втором тесте мы тоже посмотрели, что вот компания Enrich и Reverse Contact вот на разных батчах, там были еще тесты, ну, глобально вот эти 2 основных, там, ну, они дают дешево, да, и достаточно данных там дополнительно, вот где реально есть ценность, это когда мы проверяем перекрестно, потому что там выясняется иногда, что, например, компания Enrich дал не того человека, или, может быть, того, но контакт-аут дал другого, и вот что делать тогда в такой ситуации, как нам понять, где правильный человек? Да, это вопрос. И как раз-таки здесь AnySite в том числе помогает, да, когда мы говорим про вообще quality of data, да, что за дата вот в реальном режиме, вот с какой вероятностью это там наш конкретный LPR, decision maker, то здесь на живой дате всегда лучше смотреть. Да, тут как раз мы возвращаемся к 2 стратегиям, про которые я говорил. У нас есть там максимум покрытия за минимум денег, когда у нас большой объем, там
тысячи нужно обогатить, там, посмотреть. Здесь можно просто поставить waterfall и от дешевого, от Company Enrich какой-нибудь, например, идти обогащать Company Enrich, потом reverse contact, потом там contact out, PTL там, и так далее, и так далее. Второй вариант – это максимум данных на сотнях параметров. Вот максимум данных – хорошая стратегия, потому что здесь я посчитал, да, стоимость за один контакт. По факту разница будет там, в 2, в 3 раза. Да, там depends на самом деле. Если хотите еще телефоны подтянуть и так далее, может быть другая цена, но глобально на reverse lookup конкретно цена будет такая. Поэтому даже если нам нужно 100 профилей, это все еще очень вменяемые деньги, там $12, кажется, мы готовы потратить на GTM. All-инимся, как говорится, все, что есть, отдаем. $12. Проверяем, конечно, валидируем ящики тоже, это можно сделать через DataBar, там можно отдельно тоже покупать провайдеры, там Zero Bounce заперформил сильно лучше, чем Bouncer на наших батчах небольших, по моему опыту действительно Zero Bouncer лучше. При этом Never Bounce, я когда тестил раньше, там Never Bounce перформил лучше, чем Zero Bounce, поэтому тут буду еще дальше сравнивать, вам рассказывать вообще, какие провайдеры там мне больше нравятся. На данный момент вот я бы так их поставил по силе, но глобально там они оба справляются неплохо. Да, что нам нужно обязательно потом, вот еще раз этот 5-й шаг, про который мы говорили, да, живая дата, живые данные из инсайта, дополнительное обогащение сайтами, можно соскрапить любые сайты, можно сделать в целом что угодно, можно забрать данные из других соцсетей, как Instagram, Twitter и так далее, поискать что-то еще, какой-то материал, что зацепиться для хуков. Но глобально, как я говорил, продуктовый поведение в продукте, да, людей очень важно, поэтому мы больше даже там делаем какие-то вот такие product-based сетапы с точки зрения их пути в продукте, но зависит, да, в таком B2B высокомаржинальном часто может там, по-другому все работать. У нас просто достаточно клиентов, чтобы делать такой чек, но по моему опыту зачастую в B2B может быть всего там несколько десятков клиентов, и там отвалилось там несколько, и тут много не поанализируешь. Супер. В общем, я что советую? Использовать максимум возможностей Клода, работать с агентами, подключать разные MCP-шки, тестить провайдеров, и вот этот один из сетапов, который мне нравится. Пишите, если пробовали, пишите, если знаете лучше провайдеры, пишите, что можно затестить еще. Буду рад посмотреть, потестить и сделать на это еще какой-нибудь обзорчик. Всем спасибо, всем хорошего дня и погнали дальше. Пока.